1914 год. Великие державы Европы разделены на два соперничающих альянса. Антанта, Франция, Британия и Россия, объединенные страхами и подозрениями относительно Германии, новой могущественной силы Европы. И Тройственный союз. Германия, опасающаяся окружения своими соперниками, Австро-Венгрия, сохраняющая свою хрупкую империю, и Италия, стремящаяся получить территориальную выгоду за счет Франции. Искра войны зажглась 28 июня в городе Сараево. Эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник австро-венгерского престола, убит 19-летним славянским националистом по имени Гаврила Принцип. Австро-Венгрия обвиняет своего балканского соперника Сербию в содействии убийцы и посылает ультиматум, требуя унизительных уступок. Сербия отвергает ультиматум, и Австро-Венгрия объявляет войну. Через несколько часов австрийские войска обстреливают Белград. Русский царь Николай II считает своим долгом защитить Сербию, братский славянский народ, и издает приказ о мобилизации русской армии. Германский император Вильгельм II пообещал Австро-Венгрии свою поддержку. Он и его генералы считают конфликт с Россией неизбежным, и чем скорее, тем лучше, поскольку сила России растет год от года. Русская мобилизация используется для оправдания немецкой мобилизации, за которой следует объявление войны России. Германия знает, что война с Россией означает войну с союзником России, Францией. Генштаб разработал план Шлиффена, чтобы ответить на эту угрозу войны на два фронта. Сначала ее армии быстро продвинутся через нейтральную Бельгию, чтобы окружить и уничтожить французские армии под Парижем и одержать быструю победу. Затем войска двинутся на восток, чтобы справиться с Россией, чья огромная армия будет мобилизовываться значительно дольше. И вот Германия объявляет войну Франции. 6 миллионов человек теперь маршируют на войну по всей Европе. Италия, однако, остается нейтральной. Условия Тройственного союза не обязывают ее вступать в наступательную войну. Соединенные Штаты также заявляют о своем нейтралитете. Президент Вильсон и американская общественность не желают ввязываться в конфликт в Европе. Великобритания – союзник Франции. Поначалу неясно, присоединится ли она к войне против Германии. Но когда немецкие войска вторгаются в Бельгию, нейтралитет которой Великобритания гарантировала, из Лондона в Берлин отправляется ультиматум с требованием вывести войска. Он игнорируется, и Британия объявляет войну. Всем привет! Это канал «Эпичная история». Из-за событий в Украине недавно YouTube отключил монетизацию в России. Это означает, что наши доходы сильно сократятся. Мы никогда не делали рекламы, до сих пор полагались только на доходы канала, однако производство видео – дорогостоящий процесс. Вы можете поддержать нас донатом через DonatePay, сбор Тинькофф или в Телеграм-канале. Возможно, сам YouTube будет заблокирован в России, поэтому настоятельно просим перейти по ссылкам в описании или в закрепленном комментарии и подписаться на наш Телеграм и ВКонтакте, чтобы быть в курсе событий. Это было самое интересное, чем нам приходилось заниматься. У нас еще есть проекты, которые хочется реализовать. Спасибо за то, что вы с нами. Британские экспедиционные силы высаживаются во Франции, пока в критические дни германское вторжение сдерживается сопротивлением бельгийцев в городе-крепости Льеж. Немецкие войска совершают несколько массовых убийств бельгийских мирных жителей. Зверства раздуваются пропагандой союзников и помогают настроить общественное мнение в нейтральных странах против Германии. Франция, не зная о крупной окружающей атаке, приступает к реализации плана 17 – наступлению на немецкую территорию. Но в битве на границе они отброшены назад с огромными потерями с обеих сторон. Британские экспедиционные силы сталкиваются с немецкой армией при Монсе, но британцы сильно уступали числом и вскоре присоединились к отступающим французам.
Союзники занимают позицию у реки Марна в 65 километрах от Парижа. Их отчаянная контратака спасает город и отбрасывает немцев назад. Обе стороны понесли потери в 250 000 человек. Начинается бег к морю, когда обе стороны пытаются обойти друг друга с флангов на севере. Серия столкновений приводит к первой битве при Ипре, где союзники отчаянно сопротивляются и не дают немцам прорваться. Обе стороны несут большие потери. Армии окапываются по всему 560-километровому фронту, ища укрытия от смертоносного пулеметного огня и артиллерийских снарядов. Началась позиционная война. Британские военные корабли выигрывают первое морское сражение войны в Гельголандской бухте, потопив 3 немецких крейсера. Британия обладает самым мощным военно-морским флотом в мире. 29 современных линкоров против 19 у Германии. Они устанавливают морскую блокаду, не позволяя контрабандным товарам, включая продовольствие, доставляться к ней по морю. Цель – поставить немецкую экономику на колени и заставить ее капитулировать. Но неделю спустя британский крейсер HMS Pathfinder становится первой в истории жертвой нового смертоносного оружия – торпеды, запущенной с субмарины. Немецкие подводные лодки, или U-Boats, могли проплыть 14,5 тысяч километров над водой и атаковать незаметно под покровом волн. Они бросили новый смертельный вызов британскому господству на море. На Восточном фронте русские войска вторгаются в Восточную Пруссию. Но они совершили фатальную ошибку в битве при Танненберге, где генерал фон Гинденбург и его начальник штаба Эрих Людендорф одержали блестящую победу, взяв 90 тысяч пленных и уничтожив целую армию. Русские сами посодействовали собственному поражению, передавая незакодированные радиограммы. Вторая крупная победа немцев на Мазурских озерах заставляет русских отступить. Всего за 6 недель российская армия понесла потерь около 1/3 миллиона человек. Тем временем вторжение Австро-Венгрии в Сербию терпит унизительное поражение в битве при Цере. Наступление Австро-Венгрии на Россию также заканчивается катастрофой и отступлением с потерями более 300 тысяч человек. Город-крепость Перемышль оказался отрезан и осажден русскими. Немцы вынуждены прийти на помощь, предприняв отвлекающую атаку на Варшаву. Это приводит к неделям жестоких зимних боев вокруг польского города Лодзь, но в этом сражении нет явного победителя. Тем временем Османская империя присоединилась к центральным державам, объявив войну своему старому врагу – России. Турецкие военные корабли обстреливают российские порты Одессы и Севастополя, а на Кавказе русские войска пересекают турецкую границу. За пределами Европы война бушует в океанах и в далеких европейских колониях. Немецкие войска пересекают границу британской Восточной Африки, современная Кения, и занимают Тавету, а союзные войска захватывают немецкую колонию Тоголенд, современная Того. Но британские войска, вторгшиеся в немецкий Камерун, терпят поражение при Гаруа и Нсанаконге, в то время как силы численностью 3000 человек, атаковавшие немецкую Юго-Западную Африку, современную Намибию, были захвачены в Санфонтейне. Месяц спустя британская высадка в Танге оканчивается хаосом и поражением от гораздо меньших немецких сил под командованием полковника фон Леттов-Ворбека. Отрезанный от Германии, Леттов-Ворбек вел успешную партизанскую войну против союзников, связывая огромное количество войск.
В Азии Япония соблюдает договор с Великобританией и объявляет войну Германии. Японские войска захватывают немецкую военно-морскую базу в Циндао. Германские колонии Самоа и Новая Гвинея капитулируют перед войсками Новой Зеландии и Австралии. Но в Тихом океане у берегов Чили мощная восточноазиатская эскадра немецкого адмирала фон Шпее топит 2 британских крейсера в сражении при Корнеле. Оба корабля потеряны со всем экипажем. 5 недель спустя он сталкивается с оперативной группой британского флота у Фолклендских островов. 4 из 5 немецких крейсеров потоплены. Фон Шпее утонул вместе со своим флагманом. В то же время на Ближнем Востоке британские войска захватывают контроль над османским портом Басра, обеспечивая доступ к жизненно важной персидской нефти, которая служит топливом для британского флота. Зимой этого же года австрийские войска наконец захватывают Белград. Но сербы контратакуют и заставляют их отступить. Боевые действия в Сербии уже обошлись примерно в 200 тысяч жертв с каждой стороны. В Северном море немецкие военные корабли совершают налет на английские прибрежные города, обстреливая Хартлпул, Уитби и Скарборо и убивая более сотни мирных жителей. На Западном фронте французы начинают свое первое крупное наступление на немецкие линии. Но первая битва при Шампане приводит к небольшим успехам ценой 90 тысяч солдат. На Кавказе османское наступление через горы в середине зимы заканчивается катастрофой в Сарыкамыше. Турецкие потери составили 60 тысяч человек, многие замерзли насмерть. На Западном фронте первое Рождество на некоторых участках отмечается коротким перемирием и игрой в футбол на ничейной земле, зоне смерти между окопами. Спасибо за просмотр. У нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. Отдельная благодарность Кириллу Дрельюсу и Ният М.